Едем на загрузку. Еще 370 километров до загрузки. Нам сегодня нужно, кровь из носа как нужно загрузиться, потому что у меня пауза на этой неделе 24. Вот. И мне сегодня пятница, мне нужно загрузиться. И за субботу мне нужно затащить трейлер в Гетеборг на порт. Если я сегодня не загружусь, тогда я трейлер в Гетеборг притащу во вторник, и то не к утру. Приехал я забирать прицеп, немножко выглянуло солнышко. И снег подтаял. Чуть-чуть подтаял. Буквально, кстати, день до этого его очень много навалило. Я заехал, зацепился, тронуться не могу. И все, и хоть ты тресни. Не могу, и все. Подбрасывал цепи, докопался до асфальта. Докопался до асфальта, появилось сцепление, меня выбросило в сторону. Мне не хватило до асфальта или до нормального льда, скажем так, без снега, сантиметров 40. То есть я стоял в шаге от спасения. Начал разбираться. Мне посоветовали полезть проверить тормоза. Ну, я полез, попробовал. Ресиверы, воздух травят, все хорошо. Потом папа попросил другого водителя дернуть меня. Он достал трос такой хороший. Свой дернул, вытащил на дорогу. Я уже, в принципе, стоял на дороге, а тронуться все равно не мог. Позвонил специалисту нашему, спросить, что. Он мне говорит, попробуй тормоза. Говорит, если колеса стопоренные, попробуй побить по тормозным дискам. И взял молоток и начал стучать по барабанам. С них посыпалась ржавчина. Вот. И два барабана, даже когда по ним стучал, слышно было, как тормоза расклеились, воздух пошел. И эти стали на место. Вот. А потом мне посоветовали еще что сделать. Поставить башмаки под колеса и снять на траке ручник. И посмотреть, как реагирует на это прицеп. Во-первых, он должен пустить воздух в систему. Должен быть звук. И выпустить, когда снимаешь ручника, выпустить. Сначала полез так, посмотрел, выходят, заходят, постучал еще профилактически. Потом поставил прицеп на ручник, пособирал башмаки, все это, пособирал до кучи. Подъезжает Викинг. Говорит, что случилось? Я говорю, да не знаю, говорю, не могу тронуться и все. Ну понятно, что на своем супер английском показываешь, что вот колеса, видишь, прошли и набрало. Оно получается, как видно, протектор, он не протектор рисует, а он просто рисует такую ровную линию, зализанную. И колесо, которое заштопоренное, набирает перед собой снег, как башмак. Много снега набирает. Я говорю, вот видишь, типа два колеса точно не тормозят, а остальные не знаю. Ну, тормозят точнее, остальные, я говорю, не знаю. Я говорю, ну, походу тоже, я говорю, не могу с места сдвинуть. Я говорю, он здесь простоял 6 дней. Он говорит, да, я, говорит, я видел, что он здесь стоял. Вот. Он берет такой раз, типа ручник, вжал, говорит, пробуй. Я говорю, ну да, логично. Сажусь в машину, пробую и начинаю ехать. И тут понимаю, насколько я выгляжу сейчас тупым, блядь, идиотом. А объяснить я не могу никак ему, что я только что его 3 минуты назад на ручник поставил. Я такой, ну да, типа, спасибо, говорю, ты почти спас меня. Я говорю, даже спас меня. И все. И поехал обратно. Солнце. Рассвет. Я уже достал очки на всякий случай, потому что без очков, когда солнце прям в глаза светит, оно здесь низкое и прям в глаза. Вот мановская штора, вот эта вот единая, очень крутая штука на самом деле. Ребят, вот короче, реальность. Вот эта предыдущая фура, он не может ехать, потому что лепит солнце в глаза. И лепит очень сильно. Я вот очки сейчас снял. А я еду с очками и вижу
себе дорогу вот следующим образом. Вот так вот. И солнце мне, в принципе, не так уж слепит. Ну что, вот мы добрались до цивилизации. 5 километров до загрузки осталось. Приготуйтесь через 800 Светофоры. поїхати перехрестя з круговим рухом. Наташка заговорила первый раз за... Черт уже знает даже за сколько. За последние, наверное, 4 дня она... Перевищуйте дозволену А швидкість. женщина, ты разошлась уже сразу. Ей ля-ля надо. Вот так вот, ребят. Смотрите на будущее. В навигацию введены правильно адрес, город и улица. Вот. Только единственное, что адрес, город и улица, вот та, которая я должен был подниматься, это совершенно не то место. А то место, которое мне нужно, находится 50 километров прямо. Вот, это так, просто для общих сведений по поводу специфика работы водителем-дальнобойщиком. Да, мне еще 51 километр ехать. 51 километр. Если вы будете искать работу дальнобойщиком, когда вы ищете логистику, говорите, что вы работаете только с координатами. Только с координатами. Вы не работаете ни с адресами, ни с улицами, ни с чем. Только с координатами. И у вас никогда не будет никаких проблем и вопросов. Потому что адреса, улицы, это все херня. Если вам присылают координаты, у вас не возникает никаких вопросов. Вы едете туда, куда вам прислали координаты. Все. Если вам присылают улицы, адреса, города, индексы, хериндексы, дерьмо это все. Если вам присылают вот это говно с улицами, с адресами, с буквами, с перепутанными, потому что в шведском языке есть буква А с 2 точечками, есть буква У с 2 точечками, и вам присылают вот эту просто потому, что на клавиатуре нету такого, да, нету такой буковки, допустим, там в языке, на котором вот эта дорога начинается. Еще один подарок на сегодня. Вот, и если там в языке в таком нету, допустим, этой буквы А, то ее, понятное дело, что никто не ставить, не добавлять не будет. И ведь вам поставят просто обычную, просто обыкновенную букву А. И вы с этой обыкновенной буквой А, вместо того, чтобы заниматься своими какими-то делами, там кушать приготовить или еще что-то, просидите 40 минут в навигаторе и на телефоне. А в конце еще скажут: идиот, не может найти город. 11 километров, 50 минут ездового времени осталось. Ну, как бы нормально. Даже на загрузку стану. Сейчас разберусь сначала, где грузиться, что грузиться, куда грузиться. Сейчас 1 час. И по времени успеваю как раз хорошо. Даже с паузой могу. Hi! Hi! When I make loading! Thank you! Что-то мне кажется, они меня немножко не туда послали. Короче, приехал я вовремя, все хорошо. Только нету реф-намбера на загрузку. Стою, жду, там написали, сейчас узнают. То есть не знают, что мне грузить. Ну, это не как вообще никакого отношения к моей вины в этом никакого нету. Просто что клиент не дал реф-намбер. Вот, сейчас узнают. Времени до загрузки осталось еще 50 минут. В принципе, я успеваю. И паузу я уже сделал практически. По крайней мере, 15-ку я уже сделал точно. А так 30 минут. Еще 15 минут постою и пауза готова. Пока тусуюсь тут, жду реферал номер. Смотрите, какая махина. Офигеть. Офигеть.
Я их осьминогами называю. Осьминогов. Они в порту контейнеры грузят. Вот это он поднимает за раз. Я не знаю даже сколько тонн. Много. Это не то, что на погрузчике погонять. А вот это, кстати, частая ситуация. Вот это парковка компании. Здесь стоят машины. Вот. И кто-то приехал на работу на тракторе. Причем вы подумаете, что это как бы типа какое-то исключение. Нет. Это почти нормальное явление. Зачастую вот таких вот в таких местах можно увидеть. Он причем с подогревом. Смотрите. Раз, у него подогрев. Он стоит, греется. Человек приехал на работу. Не парится совершенно. Приехал на тракторе. Походу, может быть, сегодня даже и не загрузят меня. Что-то у меня уже такие сомнения начинают появляться. Что придется мне где-то здесь тусоваться, блядь, еще в выходные. Короче, отменили заказ. Буду ехать сейчас искать паркинг где-то, где стать. Все мои мечты о душе рушатся. Все, уже конвейер остановили. Все остановили. Выходной. Никто ничего делать не будет. Меня бы уже даже, наверное, загрузить не успели. Это прицеп с досками. Вот он сам на погрузчике прилетел, сам зацепил, сам затормозил, сам его поставил. Здесь внизу вроде как есть заправка. ОК Q8. Перерахувати. Ну ладно. Паркинг. Вот, вообще хороший. Вот я и стану. Даже, по-моему, посыпанный. Так, ну что, я буду сейчас просто искать место, где стать, паркинг. И, в принципе, потом включу все обратно. Жесть. На улице погодка, минус 14. Холодно очень. А я жру мороженка.